всей этой истории с проверкой такой. Так как я ходил по палубе по машине, значит, по палубе написали 3 замечания, по машине 1. Все в расстройстве, все в трансе, кроме меня. Еще один танкерок. FSL Tokyo. Отличие американского терминала от российского в услуге. Такой ржавый вообще. Ребятки меряют танки, чтобы все совпадало. По 4 человека на такой жире. Американские представители. Да, ребятки запарились там замерять танки, конечно. Ну что сделаешь, работа такая. В пожарных американских касках. Отличие американского терминала от российского в услуге. Такой ржавый вообще. Старый и ржавый. Вот смотрите, как это можно сравнить с английским терминалом. Все новое, построено. Какое там дерево гнилое. Или вот эти вот руки, arms, соски, или как они называются. Все чистенькое, с нуля. Вот Россия. Еще в Америке поснимаю. Там, наверное, тоже убитое все. Новый терминал. Так что мир не такой, как он всем кажется. Интересно, у американцев баржи, конечно. Это один тип. Сейчас другой будет проходить справа. Вообще-то это уже бункеровочная баржа. Мини-танкер. Надстройка мне нравится. Утюг идет. Кроули, мистер Кроули, как Оззи Осборн пел. И надстроечка. Нет, это буксир просто. Буксир толкает бункеровочную баржу. Я надеюсь, мы тут бункероваться не будем в Америке. Где-то в Мексике. Попросили только что меня пройтись и по палубе тоже. Для подмоги с электромеханикой. Ну ладно, как один экипаж. Как там в предыдущей компании говорили. One team, one goal. Одна команда, одна цель. Пойдем по палубе, там памп-рум, где мы уже тоже лазали. Потом в engine room. В engine room он сказал в 4-5 вечера. Только что к нему ходил. Бумажечки, одни и те же алармы. Индус. Понятно объясняется. С индусом это работало, уже в ухо настроено. Но это вообще еще нормально, с американским центром говорит. Так что сегодня это все закончится и приступим к своей нормальной работе. Все нервы у меня ушли на Coast Guard. Как не то, что нервы, а это беготня там и внутренние какие-то там думы. И ничего у меня не осталось уже на ветинг инспектора. Поэтому я что-то вообще даже не знаю, что нервничать. Абсолютно спокойно, абсолютно. Сегодня закончим. Надо еще по палубе походить. В 5-6 закончим. И все, наконец займемся своими делами. Помнил историю с прошлого парохода, где я работал с индусами. Капитан был такой сильно разговорчивый. Сейфти митинг проводил минимум 2 часа. Индус. Ну, то же самое. Такая же ситуация. Ветеринарный инспектор пришел. Чиф. Мы одна команда. One team, one goal. Идем на палубу вместе, в машину вместе, везде вместе. Ну, я взял касочку, одел, походил по палубе с ними. Нашли памп-рум. Заходим в машину, что-то в ЦПУ постояли, поговорили. Только пошли в машину, через 2 минуты поворачиваюсь, и я один только с ветинг-инспектором. Так, one team, one goal. Посмотрим, как здесь будет. Еще один танкерок. FSL Tokyo.
Сингапурский флаг. Был у меня такой когда-то. Сижу в ожидании, медитирую. Жду звонка. Берем электромеханика и пошли на жару на это. Быстрее тоже уже, кстати, все закончилось. Сейчас 3 часа. Где-то, наверное, в часов 5-6 закончим с ним. Еще раз, что он хочет посмотреть? Анализы масла. Лубриканс. Овертайм экипажа. World Record Book. Это переход на серу Марполовская. Вот, я показывал, как заполнять. Дальше. Это бункеровочные все анализы. И эти delivery note. Вот. Стена. Пока что все. Там уже практически будем щелкать на палубе и в машине. Пустили систему инертных газов. Слышно, как инертные газы идут в танки. Шипит все. Ну, сейчас и грузовые турбины толканут. Не знаю, сколько будет работать. 2 или 3. Сутки будем выгружаться здесь. Потом выйдем на якорь, станем. Получим снабжение. Еще раз выгрузимся. Еще раз выйдем на якорь. Еще раз выгрузимся. Хорошо, сейчас электронно найду. Все, через 5 минут идем. Прячем камеры, снимаем часы. Телефон тоже на зарядку, под зарядку. Надеваем касочку и вперед. Ходили с ним по палубе, вот эта вот жара такая, потеем туда-сюда. Все, что я показывал в прошлых сериях. Pump Room, Emergency Generator, Paint Store. Везде ходили. Все, что я везде лазил, запускал. Там везде прошлись. Потом пришли, значит, в CCR, Cargo Control Room к Старпому. И он давай вот там по бумажке. Что спрашивает. Я сижу, уже засыпаю. Пошел, поел. Потом говорю ему: 5:30, давай, ты иди кушай, 1800, то есть 18:00 встретимся. Пойдем уже в машину, чтобы это дело закончить. Бумажки ему покажу. Да и все, надо прощаться, закругляться, начинать заниматься своими делами. Походили по палубе, пошли в машину, естественно, там все классно. С таким пароходом проходить просто одна радость. По бумажкам тоже все прошел, за исключением одного. Ну, там всякие просроченные работы, там уже движки подходят, моточистку делать. Ну, это компания решает сама. Я уже им письмо написал, что мне делать. Это что-то выхватило, а что это там не сделали, то не сделали. Сейчас с капитаном решают, как оно будет. В принципе, не моя это вина, я все сказал. 9 вечера, Индус только что уехал. Финал всей этой истории с проверкой такой. Так, я ходил по палубе, по машине. Значит, по палубе написали 3 замечания, по машине 1. Все в расстройстве, все в трансе, кроме меня. Я уже отписался жестко. В общем, незначительные замечания. Так что так, 2-я проверка. В принципе, красота. Можно начинать смотреть сериалы.
обещал, интернета нет. Я хотел еще 5 серий закинуть. Не получится. Придется ждать, пока мы в Европу доедем или в Россию. А они уже готовы, кстати. Так бы мог еще 5 сделать. Пока поснимать. Вечером. Эта камера все охватывает. Проснулся, настроение хорошее, можно сказать, замечательное, что проверки все прошли, камень с души упал. Вот смотрю в иллюминатор, мы так вылезли из воды в балласте за ночь, что надо пойти посмотреть, кстати. Вчера было где-то нос 12 метров, корма 13, а сейчас вообще уже выше терминала стоим. Наверное, закончим к обеду и пойдем на якорь, неизвестно куда. Погодка тоже классная. Так сливается балласт со стороны. Снова меряют танки. Движение здесь, конечно, постоянно эти баржи какие-то совывают туда-сюда. Речушка такая небольшая, скажем. Только что узнал, осадка у нас изменилась со вчерашнего дня. Было 13 метров. Сейчас нос 4 метра, корма 9. Дифферент 5 метров на корму. Ну, как будто с пятиэтажного дома смотрим. Только что вылез кислород 5%. Ну, идем. Все, ушел. И ушел. Но он стоит на 5%. Можно добавить соотношение, увеличить воздух, дизельное топливо, поставить на 6. Снова вышел. Сейчас посмотрим. Должен упасть. Уже звонят. Работают 2 балластных насоса, нагрузка вообще 800 киловатт. И так как мы в Миссисипи Ривер, где вот балластники наши, то наши холодильнички подзабили стены. Сейчас пойдут их чистить. Ну, то, что я показывал в начале, кислород упал до 2,3%. Есть другой вариант еще регулировать не только соотношением топлива-воздух. Вот еще. Сейчас у нас, смотрите, снова мастер работает на турбины, слейв работает на энергогаз систем. И вот, смотрите, Force энергогаз. Нажимаем сюда, тут минимум уставка 42%. 42%, минимум лоу. Если меньше, он 5% кислорода не дает. И вот здесь можем увеличивать. Вот, например, давайте поставим 43. Ради интереса. Он сейчас начинает отрабатывать. 44-43. И видите, кислород пошел расти. Ну, нормальное это где-то 3,5%. Значит, 2 это мало, 5 это много. Вот так все регулируется здесь. Еще что, наша выгрузка заканчивается. Вот работает у нас 2-я турбина, 3-я. Мы здесь разгоняем в engine room до 600 оборотов, передаем управление им. Вот они уже разгоняют, ну максимум 1200 где-то крутится. Сейчас крутится 600, 700, 800. Это 700, это стоит. Температуры по подшипникам нормальные. Вчера где-то первая была 65 градусов. Сейчас 40, потому что она стоит. Вот на рабочих турбинах 47-46. Ну, как бы все управление отсюда. Ну, турбинами мы здесь просто наблюдаем параметры. Энергогаз передали управление в CCR. Можем регулировать только содержание кислорода. Вот еще. Вот 3,5 самый нормальный процент. 3,6. И котлами отсюда управляем.
Снимали пленку с мониторов. Сегодня, конечно, вообще так все видно хорошо. Сейчас закрыли один LT кулер, холодильник забортной воды. Ну, вот на движках температура 84, не знаем, один потянет, нет, но их надо чистить один за одним. Два движка работают на такой большой нагрузке. Если, конечно, будет уже приближаться там 87, то надо подождать, когда балластники остановят. Вот еще одна системка, красивее, конечно, выглядит, чем в этом официальном Piping Drawing. Можете на стоп-кадр нажать, посмотреть. Steam Feed Water and Condensate System. Да, холодильников не хватает, 85-85. Позвонили только что, сказали, будут разгонять вторую и третью турбину до максимума. 1200 оборотов. Смотрим. Наблюдаем. Еще раз о котлах, смотрите, инерт газ, он постоянно вырабатывает 3,5% кислорода. Вот, кстати, 4,3. Значит, что мы делаем? Это мы в обучающих целях изменили. Меняем снова на 44. 43 не тянет. Пошел 44, сейчас будет кислород падать. И они разгоняют две турбины. Котел мастер, хозяин. Сейчас у него нагрузка 18%, естественно, расход пара больше пойдет на две турбины. И он начнет отрабатывать 20%, 25%, 30%. Пойдет расти нагрузка, я засниму этот момент. Кислород падает 3,5%. Обороты растут. Я пошел посмотрю на холодильник забортной воды, фильтр. И вместе посмотрим. Балластики крутятся. Постепенно разгоняют. Турбина номер 3. Разогнать до 1200 оборотов. Здесь на топливном насосе высокого давления роса собирается, потому что топливо холодное, 13 градусов. Наши турбины разогнались, вторая 900 оборотов, уже 900 оборотов. Ну а так как снова же само название, слейв, раб трудится, мастер отдыхает, значит этот котел пока вытягивает номер 1. Мастер будет подключаться, когда не будет хватать пара. Нагрузка 18, у этого 44. Этот работает на энергаз и на Steam Turbines. Почему роса собирается? Температура топлива 14 градусов, влажность воздуха, я уж не знаю, 85% или сколько. И он конденсируется на холодных поверхностях. Вторая турбина вырывается вперед 1100, а это 900 осталось. Ну, естественно, странно, 900 оборотов. 49 градусов, 49,7. Температура на подшипнике больше немного. 49,5. Почти то же самое. Хотя и здесь меньше. Краткий минутный обзор по-быстрому все. В общем, всегда нужно смотреть, где-то начало есть, где конец. Ну, в этой системе вот оно, начало и конец. Каскадный танк. Вот насосы. Отсюда воду взяли,
подали в котел, в котле она испарилась, пошла на, в нашем случае, Cargo Oil Turbine Pumps, там сконденсировалась, конденсат line, пришла, охладилась тут в конденсере и зашла обратно в каскадный танк, теплый ящик. Все, вода горячая идет, подается в котел, превращается в пар, делает какую-то работу на насосах, потом конденсируется, превращается в воду, вода, пар, вода. И вот так по кругу. Мы только изредка выполняем каскадный танк. Все. Круговорот воды в природе. Наша вахта пишет все параметры турбин. Каждые 2 часа. Как приятно заниматься своей работой без всяких проверок. Скоро монтировка будет, спокойненько, чек-листы, баночки соберу. О, звонит. Чип-инженер. Посмотрю, хорошо. Позвонил Старком, говорит, обороты, да, прыгают. И давление. Прыгают обороты, потому что вот у меня дальше пара, больше нет. Сейчас можно стаканчик. Вот он идет пар сюда. Регулятор регулирует подачу пара, больше-меньше. Вот этого оборота. Ехал я вниз. Со вторым механиком еще поговорил. Было такое, не было. Ну, скорее всего, в начальных сериях мы лазали в памп-руме. Помните, там 3 сепаратора таких было. Насос. Вот линия всасывания. Гидравлический клапан открыт. Это сепаратор, который, кстати, сейчас не показывает уровень. А вот тот клапан, который мы все бегаем уже 6-й раз, он голову сняли, открывается, закрывается. Значит, принцип такой. Сейчас вот сверху трубы, видите, это с зеленым покрашен фланец, с желтым и коричневым цветом. Это три грузовых линии. Когда танкер полностью загружен, идет всасывание через эту трубу. Естественно, там уровень, я не знаю, сколько метров, там 50, не 50, меньше, 22 где-то. Еще в танках уровень 22 метра. И здесь крюдойл, естественно, будет заполнен 100%, этот сепаратор. Выгрузка идет 30-36 часов. Постепенно в конце начинает, так как уровень в танке падает, так мы выдаем на терминал, и начинают скапливаться газы. Постепенно в сепараторе происходит разделение. Сверху газы, снизу крюдойл, то есть нефть. Этот трансмиттер должен все это преобразовывать давление в сигнал в CCR, который тоже не работает. Cargo Control Room. Получается, что когда чем больше у нас газов скапливается, подходит 50%, включается это Automatic Vacuum Stripping System. Включается 2 насоса вакуумных. И отсасывает этот вакуум. Отсасывает вакуум там, потом сбрасывает его там в танк, когда уже поднимается крюдойл, уровень поднимается. И, кстати, забыл же сказать, когда 50% крюдойл, вверху газы собираются, внизу жидкость. Может, он не отбивает ни вакуумом, не забирает эти газы. Поэтому такие скачки, жидкость с газами прохватывает на всасывание вторая турбина. Поэтому регуляторы пытаются держать обороты, и такие скачки происходят. Обороты прыгают, но уже так, незначительно. Not very dirty.
Marine Angel, любой авто, бэкпош, стрейнер отстреливается, открывается клапан и идет эта труба вниз. 15 закончим выгрузку, потом отойдем на якорь, где-то близко здесь, неподалеку.